Момент, который я бы сейчас особо выделил, это деколонизация и борьба с неоколониализмом, ну и с колониализмом, если брать колониализм как образ действия на международной арене, который нацелен на то, чтобы жить за счет других. Как были дискредитированы основные постулаты глобализации у всех в памяти, у всех на слуху и на виду до сих пор, когда такие принципы, как добросовестная конкуренция, неприкосновенность собственности, презумпция невиновности и многое другое, они просто были растоптаны в одночасье, когда потребовалось наказать Российскую Федерацию за то, что после долгих лет предупреждений и после долгих лет игнорирования наших законных интересов у нас не осталось другого выхода, как начать специальную военную операцию. Поэтому вот та глобализация, которую продвигал Запад во главе с Вашингтоном после Холодной войны особенно, она сейчас уходит в небытие. Вместо глобализации мы имеем фрагментацию мировой экономики. Почему сейчас Китай объявлен главной угрозой, главным конкурентом? Потому что Китай в свое время, он принял, как и практически все остальные, принял правила игры в рамках той вот благостной для всех глобализации. Принял и стал совершенствовать свои механизмы для более эффективного участия в этих мировых процессах. И в итоге он обыграл тех, кто придумал эту глобализацию, американцев прежде всего, обыграл по их правилам, на их поле. И сейчас посмотрите, как сокрушаются и американцы, и европейцы, что слишком дешево, слишком качественно Китай производит высокотехнологичные и прочие товары. Так что вот Запад расписался в том, что ему все эти международные проекты, которые были разрекламированы как всеобщее благо, нужны только для одного, чтобы извлекать выгоду самому. Вот. И это у всех в памяти очень свежо. Поэтому при всех сложностях выхода из старой системы, она, конечно, зацементирована целым рядом институтов, и Международным валютным фондом, и Всемирным банком, Всемирной торговой организацией. Этот процесс идет. Реформа квот искусственно тормозится американцами, которые по-прежнему, благодаря вот этим ухищрениям, давлению на суверенные государства, сохраняют единоличное вето на любые принимаемые в МВФ решения, что, скажем, в период правления Байдена вылилось в абсолютно невообразимые цифры финансирования киевского режима, вопреки всем принципам, которые лежали в основе этого учреждения. Ну а Всемирная торговая организация, опять же, в силу того, что Китай побеждает конкурентов на мировых рынках, включая Соединенные Штаты, Вашингтон долгие годы блокирует заполнение вакансий в международном органе по разрешению споров. И огромное количество споров, которые Китай добросовестно вносит в соответствии с правилами ВТО, там лежат без движения. Поэтому эти структуры тоже надо реформировать. Но я бы все-таки проявлял благоразумие и, добиваясь реформ в МВФ, во Всемирном банке, в ВТО, все-таки строил более надежный запасной путь. У нас запасные пути в нашей истории не раз играли полезную роль. Самое главное – это граждане западных стран, которым просто морочат голову, извините за такое выражение, и всячески навязывают лживые нарративы, как сейчас вот модно говорить. Надо еще работать и дипломатически за информационную правду. Вот уже стал притчей во языцах случай в Буче, когда, вы помните, как это все происходило, когда в качестве жеста доброй воли, президент об этом вспоминал недавно, для того, чтобы было достигнуто соглашение, который, в общем, принцип которого предложили сами украинцы, но им Борис Джонсон лично запретил его заключать. Это было начало апреля 2022 года. И когда вот еще теплилась надежда, что соглашение возможно, и мы по просьбе западных коллег
в качестве жеста доброй воли отошли из пригородов Киева, включая Бучу. 2 суток там никто ни о чем не вспоминал. Мэр города красовался на экранах и говорил, что вот мы опять в своем родном городе или пригороде. А на 3-е сутки вдруг там оказались журналисты BBC и стали снимать не где-то в подвалах, а на центральной улице трупы, которые, значит, там, получалось, лежали 3 суток, и которые никто не видел до того, пока туда BBC не приехал. И вот мы с тех пор, помните, новая волна санкций, обвинений в зверстве, и с тех пор мы пытаемся добиться, сколько, уже будет скоро 4 года, пытаемся добиться правды, справедливости.